Samsung объявили дату анонса Galaxy Note 9. Презентация Unpacked пройдет 9 августа, и у многих сейчас возникает вопрос: дождаться Note 9, взять Note 8 или Galaxy S9 Plus? Так уж вышло, что оба смартфона между собой сильно похожи, и многие теряются, что брать. Вроде бы Note попрестижнее и сейчас дешевле, так стоит ли переплачивать за S9 Plus? Давайте разбираться. Для начала вспомним, что оба устройства нам предлагают безрамочность и в первую очередь лучшие на рынке AMOLED-экраны на 6,2 дюйма у S9 и на 6,3 у Note. Естественно, оба имеют Quad HD Plus разрешение, по умолчанию в настройках оно снижено до Full HD Plus в целях экономии энергии. Это, кстати, трогать не нужно, все хорошо работает и не тормозит. Соотношение сторон 18,5 к 9. Уже много слов сказано в отношении экранов Galaxy, и вы знаете, они практически безупречны. Практически потому, что у Note в нашем случае экран голубоватый, а у S9 цвета более натуральные. И в целом у новинки дисплей чуть новее, чуть лучше и чуть ярче. Оба телефона стеклянные, спереди и сзади, между бутербродом металлическая рамка, размеры у них примерно одинаковые, это две лопаты, разве что Note 8 более квадратный и от этого, на мой взгляд, более симпатичный, хотя рамки у него потолще снизу и сверху. Углы экрана тоже не сильно изогнуты, но главное отличие — это расположение камеры сканера отпечатка сзади. У S9 Plus вертикально, у Note горизонтально. У новинки в этом плане все сильно удобнее сделано. Тут хотя бы пальцем до сканера можно достать. В Note с этим беда. Хотя, как показывает опыт, сканер не особо нужен, так как у смартфонов отлично работает распознавание лица. S9 предлагает смарт-сканирование, это когда совмещаются две функции — Face Unlock и скан радужки, но что там, что тут работает быстро, причем на Note 8 даже чуть быстрее. Железо. 6 гигабайт оперативной памяти, LPDDR4, естественно, 64, 128 или 256 гигабайт встроенной памяти, UFS 2.1, в этом плане все одинаково, а вот процессоры разные. У Note 8 это Exynos 8895, либо Snapdragon 835, у S9 Exynos 9810, либо 845 Snap. Разница между камнями есть, и не сомневайтесь, Note следующего поколения получит железо от S9. Что на деле? Работает ли S9 быстрее Note? Да, но совсем немного. К тому же, если вы еще думаете и собираетесь брать одно из устройств, то неплохо будет узнать, что Samsung на процессорах Qualcomm сильно быстрее и дольше держат заряд. Но официально они у нас не продаются. Во всем остальном оба гаджета очень шустрые, в особенности с приходом Samsung Experience 9.0 на базе Android 8.0 Oreo. Реально летают, 8.1 не завезли, и, скорее всего, корейцы порадуют сразу Android P, когда осенью он появится, но слухи ходят, что 8.1 тестируют. В общем, посмотрим. В любом случае, оболочка Samsung — это сильно перелопаченный Android, и за последние пару лет она стала симпатичнее, чем когда-то была. Если раньше прям плакать хотелось, то сейчас пользоваться можно и даже приятно. Плюс у Samsung есть свои фишки, которых нет ни у кого. Edge-панель, настройка Always On Display гибкая. Из стрёмного я бы отметил иконки, они так себе, панель управления снизу и все-таки устаревший вид этой панели, потому что после Android P этим пользоваться не особо удобно. В общем, ждем осени, когда Samsung прикрутит новую многозадачность и одну кнопку. Естественно, в своем стиле, но как на пикселе. Оба смартфона, естественно, есть в России, старт был вместе со всем миром, цены уже сейчас разнятся в зависимости от магазина, плюс есть скидки. Например, в официальном интернет-магазине Beeline за Note 8 на 64 гигабайта просят 55 тысяч вместо изначальных 70, а за Galaxy S9 Plus с таким же объемом памяти просят уже 67 тысяч. Радует, конечно, что и в России действует программа Trade-in. У того же Beeline при покупке S9 или S9 Plus можно получить выгоду до 50 тысяч рублей, если сдать старый телефон. Вы просто приносите смартфон в офис продаж Beeline, передаете его сотруднику для диагностики, чтобы он узнал, сколько все это может стоить. Через 5-10 минут вам объявят цену, и с этой разницей уже можно купить новенький Galaxy. Как-то так это работает. Камера. Спереди это 8 мегапикселей, диафрагма 2.2, ничего особенного, средняя фронталка, сзади двойная, 12 плюс 12 мегапикселей, оптический зум, оптическая стабилизация, полный фарш. У Note 8 диафрагма 2.4, а также 1.7. У S9 2.4, а на основном модуле переменная 1.5 либо 2.4. В целом результаты практически одинаковые, с небольшим перевесом в сторону новинки, но нужно понимать, что камера у Galaxy сейчас не лучшая. Да, в плане фото она однозначно выигрывает у 10-го iPhone, но не дотягивает до Pixel 2, HTC U12 Plus и Huawei P20 Pro. Можно ли делать крутые снимки? Конечно, да. Можно ли снимать видео с хорошим звуком и качеством? 100%. Просто знайте, есть устройства, которые делают это немного лучше. Батарея. У Note объем меньше 3300 мАч, потому что после фиаско с взрывом батареи Note 7 решили не рисковать. У S9 Plus 3500 мАч, но опять же работают они одинаково.
Ну, может быть, на 5% S9 дольше проработает. В целом, звезд с неба не хватает обе галактики. До 8-9 вечера доживают в моем режиме, 6-7 часов экрана вытягивают. Результат все же неплохой, но не идеальный. Какие вещи остались? У S9 лучше звук, так как в нем стереодинамики. У Note звук тоже неплохой, но это моно, как ни крути. В наушниках что там, супер, подстройка, разные режимы, все это есть. К тому же Bluetooth 5 версии можно одновременно подключить два аудиоустройства. Фишка очень полезная, если, например, в самолете смотреть кинцо с телефона, а у тебя и у твоего деда Bluetooth наушники как раз, и вы летите вместе. А теперь к слухам. Что нас ждет в новом поколении Galaxy Note? Особых изменений внешне ждать не стоит. Будет примерно то же самое. Возможно, чуть больше станет экран, рамки станут поменьше, 6,4 или 6,5 дюймов. Сзади камера останется в том же положении горизонтально, но вот сканер переместится под нее. Батарею увеличат, предположительно, до 3800 мАч. Будет версия на 512 гигабайт, ну и железки Snap 845, либо такой же, как в S9 Exynos. И самое главное, оставят джек 3.5, ура! Возможно, с Note 9 покажут вторую версию Bixby с поддержкой русского языка, мы надеемся. Либо его вообще закроют, и на эту кнопку можно будет назначить Google Ассистент. В общем, посмотрим. Обновленная камера такая же, как в S9, и обновленный S Pen. Вот, собственно, и все. Note 9 будет минорным обновлением, поэтому сейчас самое время присмотреться к старичкам. Так я называю Note 8 и S9 Plus. Нет смысла ждать 9-й Note, потому что ничего серьезного нас не ждет. И это хорошо одновременно и плохо. Вы сами понимаете, почему. Не буду объяснять. У нас остался один вопрос. Если новинку мы не ждем, то что брать из двух галактик? Честно, несмотря на то, что S9 Plus во всем лучше, но реально, у него камера новее, процессор новее, батарея больше, смарт-сканирование лица, сканер в удобном месте, стереозвук. Я бы все равно остановил свое внимание на ноуте. Он предлагает, по сути, все то же самое, только сильно дешевле сейчас. Плюс больше экран и, конечно, перо, о котором сегодня мы еще не говорили. Для многих это ключевой фактор покупки, потому что некоторые люди берут ноут, и они знают, для чего им нужен. Для других, ну согласен, вещь не самая полезная, но хоть раз-два вы им воспользуетесь, плюс за это доплачивать не нужно. Телефон-то дешевле сейчас стоит. Соглашусь и с теми, кто сейчас скажут, все-таки возьму S9 Plus. Берите, это хорошее устройство. Если бюджет позволяет, то, конечно, можно смотреть в сторону S9 Plus. И в любом случае сейчас обе галактики практически бескомпромиссные ультимативные гаджеты. Так что выбор только за вами. Реально летают. Реально летают. Реально летают. Если раньше прям плакать хотелось, то сейчас можно и даже приятно. Приятно. Они реально полезные. Ага, не стоит. Будет примерно то же самое.